Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю один из самых вкусных шоколадных тортов. Это торт «Шоколадный бархат» с профитролями. Торт, который достойно украсит каждый праздничный стол. Торт получается просто необыкновенно вкусным, тающим во рту. Торт можно также приготовить, конечно же, и в круглой форме. И сначала давайте приготовим заварное тесто. 75 мл воды, 50 мл молока, щепотку соли добавляю туда. Также добавляю туда 1 чайную ложку сахара, 50 грамм сливочного масла. И иду сейчас на плиту, довожу всю эту смесь до кипения. Смесь должна по-настоящему закипеть, то есть не просто пойти первые пузырьки должны быть, а все пространство должно именно кипеть уже хорошо. Когда все это закипело, я добавляю туда одним разом, всыпаю туда 75 грамм муки. Теста у нас небольшое количество, поэтому берите небольшую кастрюльку, обязательно с толстым дном. Собираем все это тесто в комок и в течение примерно 1 минуты, не более, потому что теста мало, на умеренном огне в кастрюле с толстым дном начинаем заваривать это тесто. На дне кастрюли образовывается вот такой налет. Стараемся постоянно переворачивать это тесто с одного бока на другой, чтобы с каждой стороны тесто хорошо заварилось. Итак, по прошествии минуты снимаем кастрюлю с огня, перекладываем в ту емкость, где будем уже взбивать это тесто, дальше с яйцами. Немножко вот так распределяем по краешкам посуды и оставляем остывать до теплого состояния. 2 яйца среднего размера комнатной температуры я взяла. И также я одно яйцо разбиваю в меланж сейчас, потому что я потом буду добавлять примерно половину от этого яйца. 2 яйца я добавляю уже смело туда. Яйца здесь весом примерно по 50 грамм без скорлупы. Тесто получается еще очень тугим. Я добавляю туда еще половину яйца. Смотрите по состоянию вашего теста, потому что везде продукты разные. Может быть, вам придется и 3 яйца добавить. Очень хорошо прорабатываю насадками крюк здесь. Вы можете все это также лопаткой вымешивать. В конце этого процесса нужно все, конечно же, хорошо еще перемешать лопаткой. Тесто с лопатки должно так лениво стекать, то есть оно не должно не литься, но и не должно быть очень твердым. На лопатке должен образовываться так называемый птичий язычок, характерный такой треугольник. Перекладываю сейчас все это тесто в кондитерский мешок. У меня есть подробное видео по изготовлению заварного теста, изготовлению профитролей. В этом видео я делаю очень быстрый вариант, я не даю тесту отдыхать, просто это у меня профитроли для начинки. Сейчас из кондитерского мешка я выпускаю лишний воздух. Духовка уже у меня разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Противень я перевернула на другую сторону. Выпекать вы также можете и на силиконовом коврике, и на тефлоновом, и как я, вот также на пекарской бумаге. Здесь разницы особой нет. Отсаживаю совсем такие небольшие капельки, потому что в данном видео я хотела именно 2 ряда из профитроли вложить в начинку. Если вам это будет немножко затруднительно, вы также можете делать покрупнее профитроли и делать их в один ряд. Первые 20 минут выпекания ни в коем случае не открываем духовку. Здесь просто холодной водой я смачиваю палец и убираю вот эти верхушки. Профитроли у меня выпекались при температуре 175 градусов Цельсия примерно около 30 минут. Все будет зависеть от вашей духовки, но они, несмотря на то, что они маленькие, они нигде у нас не подгорели. Вот именно для этого берем небольшую температуру, не 200 градусов. Приготовим крем для профитролей. 200 мл молока довожу до кипения. 50 грамм сахара, 20 грамм кукурузного крахмала, 8 грамм ванильного сахара, 50 мл молока. Все это перемешиваю.
И иду сейчас на плиту уваривать до загустения. В горячее молоко тонкой струйкой ввожу всю крахмальную смесь. При непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довела до кипения, и когда пошли первые пузыри, провариваю примерно 20 секунд и снимаю с огня. Добавляю 25 грамм сливочного масла, все это перемешиваю и убираю сейчас остывать всю эту смесь, накрыв ее пищевой пленкой до очень холодного состояния. 100 мл очень холодных сливок, здесь у меня жирностью не менее 30%. Добавляю туда 8 грамм ванильного сахара и взбиваю до устойчивых пиков. Всю холодную заварную основу я сейчас взбиваю со сливками, добавляя примерно по 2 столовые ложки. Прорабатываю миксером недолго, чтобы крем у нас не расслоился и не стал более жидким, потому что проваренный крахмал, если его очень долго взбивать, он будет очень жидким. Крем этот, сразу говорю, начиночный. Им нельзя украшать. Это просто для начинки именно вот тортов, и то тортов таких многослойных, либо же вот пироженок таких маленьких. То есть он не держит форму так, как хотелось бы. Этот крем очень вкусный, но не держит форму. Сейчас каждую профитрольку я наполняю кремом. Их можно приготовить заранее, убрать их в холодильник и даже за день заранее, накрыв их пищевой пленкой. И сейчас приготовим бисквит. Сначала приготовим сухие ингредиенты. 220 грамм муки, 40 грамм какао-порошка и 10 грамм разрыхлителя я сейчас перемешиваю и отставляю пока в сторону. 4 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы комнатной температуры, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. Все это взбиваю сейчас до такой пышной пены и добавляю туда 180 грамм сахара. Яичную смесь я взбивала примерно 4 минуты. Добавляю туда 100 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю до однородности. Просеиваю туда всю сухую смесь. И также сейчас миксером просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю. В итоге получается достаточно жидкое тесто, так и должно быть. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Форма здесь у меня 28 на 18 сантиметров, прямоугольная. Также можно выпекать и в круглой форме 26-28 сантиметров в диаметре. Выпекать буду примерно 35 минут. Это в моей духовке. И сейчас приготовим шоколадный крем. 350 мл молока я отправляю и довожу до кипения. 150 грамм сахара, 35 грамм кукурузного крахмала и 8 грамм ванильного сахара я сейчас перемешиваю до однородности. Три яйца комнатной температуры весом примерно по 50 грамм среднего размера и 150 миллилитров молока. Все это перемешиваю до однородности и смешиваю все это сейчас с сухой смесью. Однородная смесь должна получиться. И иду сейчас на плиту и буду уваривать это все до закипания. Постоянно помешивая в центре ковшика, я добавляю туда всю крахмальную основу в горячее молоко. И теперь при непрерывном помешивании на умеренном огне в кастрюле с толстым дном я довожу всю эту смесь до кипения. Когда пойдут первые вот такие пузыри, провариваю примерно еще 20-30 секунд и сразу же снимаю с огня. Теперь я добавляю туда 100 грамм
темного шоколада, именно не молочного, а темного шоколада. Можно молочный добавить, но вкус не такой будет яркий у крема тогда. Шоколад 50-60% какао здесь. Перемешала все это очень хорошо до однородности. Выливаю сейчас в ту емкость, где крем у меня будет остывать до комнатной температуры. Не до холодного состояния, а именно до комнатной температуры. Накрыв пищевой пленкой, убираю его сейчас. 250 грамм размягченного сливочного масла. Я взбиваю сейчас примерно 2-3 минуты до пышности. И добавляю сейчас туда 2 столовые ложки с большой горкой какао-порошка. Просто какао для выпечки. Какао-порошок у меня здесь не алкализованный. Все это очень хорошо прорабатываю миксером. Вот в этом и есть секрет бархатистости этого крема. Именно благодаря тому, что мы не провариваем какао, а добавляем его уже в масло. И теперь остывшую до комнатной температуры основу шоколадную я добавляю всю к маслу. И прорабатываю примерно вот так по 2 столовые ложки всю эту массу. Здесь очень важно, чтобы температура и масла, и заварной основы была примерно 25-27 градусов Цельсия. Тогда эти массы объединятся очень хорошо. Сразу хочу ответить, что крем этот, благодаря добавлению большого количества какао-порошка именно в масло, не будет таким стабильным, как многие шоколадные кремы, которые есть на моем канале. Это больше, я бы сказала, начиночный крем. Но простые украшения, выравнивание домашнего тортика вполне можно этим кремом сделать. Полностью остывший бисквит до комнатной температуры я извлекаю из формы и сразу же его нарезаю. Бисквит этот очень удачный. Он сразу готов к работе, то есть он не требует здесь отдыха. Я собираю его в той же форме, в которой я выпекала его, разделила на 2 коржа, пропитываю просто обычной холодной кипяченой водой. Вы можете пропитывать и молоко с какао брать для пропитки, все, что вам нравится. Можете кофейной пропиткой, можете с коньяком пропиткой пропитывать, и сразу же наношу крем. Крем здесь для начинки, то есть он не очень хорошо держит форму, если им украшать. И также достала уже охлажденные профитроли из холодильника, выкладываю их рядами, заполняю всю форму. Также между профитролями выкладываю крем. Ссылочку на видео, на подробное видео по приготовлению профитролей я вам оставлю, конечно же, в описании к данному видео. Полностью кремом шоколадным я выровняла этот торт. С верхнего слоя бисквита я срезаю шапочку. Этой шапочкой потом можно украшать боковину торта. Пропитываю и убираю сейчас часа на 3 в холодильник. По прошествии 3 часов взбиваю сливочный крем. Итак, здесь 250 мл очень холодных сливок для взбивания, 8 грамм ванильного сахара и 30 грамм сахарной пудры, 8 грамм загустителя для сливок. Взбиваю все это до устойчивых пиков. Торт я достала из холодильника. Украшение сливками здесь не обязательно. Вы можете украшать его чем хотите. Вы можете покрывать его также шоколадным ганашем. Вы можете его украсить, конечно же, белково-заварным кремом. Здесь я взяла обычную палочку деревянную, шашлычную. Делаю вот такие завитки. Это моя авторская техника завиток. Она работает наиболее, конечно же, лучше всего на белково-заварном креме. Вы можете этого не делать. Просто я показываю как один из таких быстрых очень вариантов украшения. Но здесь сливки должны быть очень жирные для взбивания. И нужно использовать для этого, конечно же, загуститель, чтобы вот это все получилось. И сливки должны быть не перевзбиты. Вот такой прекрасный разрез у торта получается. И у каждого кусочка свой неповторимый красивый разрез у этого торта получается. Здесь боковину торта можно украсить оставшейся шапочкой от бисквита. Я просто здесь на скорую руку делала, даже не украшала. Но это и так понятно. Торт получается просто необыкновенно вкусным. Нравится как взрослым, так и детям. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.